Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто не подписан, и поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 4 января, киевское время, 16 часов. Оперативная обстановка не претерпела особых изменений. Есть нюансы на отдельных оперативных направлениях, но в общем статус-кво вчерашнего дня сохраняется и за прошедшие сутки. Противник за прошедшие сутки нанес 7 ракетных ударов, 18 авиационных ударов и произвел более 85 огневых ударов реактивными системами залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск, Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области, Солидар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Также противник обстреливал районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Купянском и Лиманском направлениях идут позиционные бои. Линия фронта не перемещалась ни в одном направлении. Идет обмен артиллерийскими огневыми ударами, как авиационными, так и артиллерийскими. Обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вдоль линии фронта на всю глубину досягаемости российской артиллерии. На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать силы для генеральной атаки на Солидар. Российские войска пробуют занять хоть какие-то наши наблюдательные пункты в районе Подгороднего, в районе Опытного и в районе Клещиевки. В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе. Есть действительно у нас разведданные. Мы видим, что идет накопление сил и средств именно на Бахмутском направлении. И скорее всего сейчас направление сосредоточения основных усилий скорее всего ориентировано именно на Солидар. Или на линию Бахмут-Солидар, вот между ними. Соответственно, поэтому мы и говорим в сведении, что ожидаем генеральной атаки, то есть эти силы собираются и они предпримут возможно в ближайшие дни они предпримут попытку прорыва нашей обороны именно на линии Солидар-Бахмут. На Новопавловском направлении без изменений, там позиционные бои. На Запорожском и Херсонском направлениях то же самое. Противник находится в жесткой обороне. Идет обмен огневыми ударами. В результате обстрела войсками Российской Федерации пострадали более 25 населенных пунктов на этих направлениях. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры, городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена также гражданская инфраструктура городов Запорожья и Херсон. Враг продолжает нести потери, в частности подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка.
Запорожской области. Уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа. Поражены 2 пункта дислокации оккупантов. Ликвидированы и ранены большое количество военнослужащих Российской Федерации. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Украинские летчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления беспилотниками оккупантов. Ситуация в Черном море не изменилась. В акватории Черного моря нет носителей ракет «Калибр». Вот такие вот военные новости. По потерям вы знаете, да, цифра там колеблется разная. И мы сейчас начали наносить удары в основном по скоплению личного состава. Идет массированная переброска, начинается массовая, так правильнее будет сказать, переброска российских войск, именно войск личного состава на территорию Украины. Это из числа тех мобилизованных, которые они готовили с первой волны. Вот их начинают перебрасывать. Естественно, мы отслеживаем места их сосредоточения и стараемся наносить туда огневые удары. Что нам и довольно неплохо удается на сегодняшний день. Теперь немного, что касается военно-политических новостей вокруг Украины и внутри нашей страны. А именно, начать хочется внутри Европейского Союза назревает тоже противоречие, и Польша и Германия начали обмениваться претензиями. Польша хочет, чтобы Германия выплатила репарации в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны Польши. МИД направил требование свое правительству Германии и получили ответ, в котором говорится, что вопрос репараций остается закрытым. То есть Германия не хочет обсуждать эти репарации. Вот. Но со своей стороны Польша говорит, что они не оставят этих попыток добиться от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Хотя уже в Германии раздаются, я так понимаю, что ссора только начинается. Потому что в Германии уже начали раздаваться голоса о том, что если выплачивать репарации Польше за ущерб во Второй мировой войне, то надо перенести тогда границу. Надо разобраться с территориями, которые остались за Польшей и которые, как говорят некоторые немцы, когда-то были немецкими. До Второй мировой войны они были немецкими. Посмотрим, чем это закончится. Плохо то, что обе страны пытаются нам помочь. Да, Германия, конечно, как-то не совсем прямо и не совсем, будем так говорить, напористо или активно помогает. Как-то у них там вечно проблемы с разрешениями на поставки оружия. Польша намного больше помогает. Но в любом случае, если эти две страны начинают ругаться между собой, это не сулит нам ничего хорошего в плане единства среди наших стран-партнеров. Пока что мы смотрим на это все со своей колокольни. Далее, появилась очень интересная новость, которая говорит она очень глубокая и говорит о тенденции, которая хорошая, очень хорошая для нас. Так вот, в одном из своих интервью Пригожин, вы знаете, да, этот бывший повар Путина, который сегодня является фельдмаршалом, генералиссимусом частной военной компании «Вагнер», или приватной армии русских, можно так назвать ее, потому что масштабы разрослись там очень большие этой армии. Так вот, я так понимаю, что его заявление свидетельствует о том, что он ищет оправдания. Может быть, действительно, британская разведка, то, что мы вчера с вами говорили,
что захлебнулась, британская разведка говорит, что захлебнулось наступление в Донецкой области, на востоке Украины. И вот Пригожин тут сказал такую фразу. Он сказал, что в городе Бахмут более 500 линий обороны. Это раз. И второе, что взяли дом, прорвали оборону, а за домом еще одна линия обороны. То есть это уже практически оправдание того, что они до сих пор не взяли Бахмут. Надеемся, они его и не возьмут. У нас есть все шансы удержать город и нанести им максимальное поражение. Вот. Но посмотрим далее, насколько быстро начнет спадать активность атак со стороны, в том числе и вот вагнеровцев, наемников частной военной компании на бахмутском направлении. Хотя мы, видите, как если ориентироваться на сводку Генерального штаба, то мы готовимся к генеральному удару на Солидар. Это чуть севернее Бахмута. Вот, и мы прекрасно понимаем, что это будет очередная попытка российских войск прорвать нашу оборону. Очень интересная новость в Китае. Там ситуация начинает накаляться, внутренняя ситуация продолжает, точнее, накаляться. У них свирепствует вирус COVID-19. Вот как-то они не могут из него выбраться. И на сегодняшний день, по некоторым данным, чуть ли не треть страны заражена этим вирусом. Полиция применяет, людей сажает на принудительный карантин, облавы. Люди не могут выйти на работу, их увольняют, они не получают доход. И это все создает социальную напряженность. Правительство Китая даже рассматривает вопрос об отмене ковидных ограничений. То есть так же, как это сделали, например, сегодня в Европе. Да? Все ковидные. Непонятно, почему у нас продлили аж до 30 апреля ковидные ограничения. В Европе уже есть протокол лечения, отнесли это к острым респираторным заболеваниям, то есть вирусные заболевания, так же как грипп. Есть протокол лечения и, пожалуйста, все ограничения в плане карантинных мер уже сняты. У нас почему-то это продлили. Ну, в Китае там вот сейчас думают, снимать, не снимать. Очень много людей болеет, но в основном все в легкой форме. Даже того процента смертности, который был в 2020 году, его сегодня нет. Но в чем состоит необычность этой новости? Дело в том, что людей, которые умерли от ковида, а все-таки такие есть, такой процент есть, их нельзя хоронить. И тела могут быть только кремированы. Естественно, морги в Китае перегружены, и крематории тоже перегружены. Поэтому родственникам предлагают хранить тело у себя. Ну, не знаю, что включает понятие у себя, то есть может быть дома, может быть где-то в гараже, может где-то в сарае. И ждать своей очереди в крематории, когда можно будет кремировать тело усопшего родственника, если у него поставлен диагноз ковид. Неважно, от ковида он умер или он умер, допустим, от старости или от болезни, но если был у него диагноз, на момент смерти диагноз был ковид, значит надо ждать своей очереди. Так вот, что придумали китайцы? Они начали в жилых кварталах плотной застройки, начали во дворах сжигать тела своих усопших. У них есть такой вид похорона. Это сожжение на костре и развеивание пепла или хранение пепла в специальном сосуде. Вот. Так вот, они начали сжигать уже во дворах. То есть, видите, ситуация усугубляется, социальное напряжение нарастает. Завтра эти костры будут пылать по всему Китаю, там, где есть болезнь. И это, опять же, полиция начнет их гасить, и это может вызвать социальный взрыв. Так что у Китая очень много еще своих внутренних проблем. Это кроме финансового пузыря ипотечного надутого, там, кроме экономического кризиса, особенно в строительной отрасли, ну и других политических негораздов, которые есть в Китае на сегодня.
Теперь вернемся ближе к нам. Беларусь. В Беларусь вернулся аэродром Мачулищах. Вернулся самолет А-50 воздушно-космических сил России. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Разведчик. Единственное, что вернулся не тот самый. 30 декабря улетел А-50, но вернулся другой. Я так понимаю, в России их несколько, и Россия проводит ротацию, меняет. И уже сегодня с утра у нас воздушные тревоги. Опять они в спарринге с МиГ-31. Взлетает А-50 самолет на базе Ил-76 и транспортника. И, соответственно, взлетает МиГ-31. И у нас воздушная тревога. Мы ожидаем или готовимся отражать ракетный удар. Потому что мы не знаем, никто не может гарантировать, есть ли ракеты «Кинжал» на подвесах у этих самолетов МиГ-31. Я так понимаю, что это идет активная разведывательная деятельность в плане поиска целей и объектов на 6-7, может быть даже и 8 января. То есть на Рождество, старое советское, я ее так назову, старое советское Рождество. Потому что оно было учреждено именно в советские времена, на мой взгляд. Так что вполне возможно, что угроза на эти выходные, на это Рождество, она сильно возрастет. И это мы, в принципе, как косвенным признаком этого является то, что самолет-разведчик с 2 истребителями, носителями ракеты «Кинжал» проводят активную работу в плане выявления целей и объектов на территории Украины для нанесения ударов. В Российской Федерации появилась информация, что в Кремле планируют мобилизовать 2 миллиона человек до конца 2023 или в 2023 году. Вот так правильнее будет сказать. Следующая волна, которую мы ожидаем, что может быть объявлена завтра, 5 января, она, скорее всего, объявлена не будет. И это продиктовано не просто там благими намерениями Путина. Нет, Путин хочет поставить под ружье 2-миллионную армию. Вот. Это обусловлено тем, что они очень боятся социального взрыва. И для того, чтобы не дразнить общество, не нервировать общество, они решили не объявлять волну мобилизации. То есть вот эта частичная мобилизация, которая на словах якобы приостановлена. Помните, да, Путин сказал в ноябре, что мы выполнили план, больше не проводим. Но при этом забыл подписать указ или отменить свой указ о проведении частичной мобилизации. Идет полным ходом. Они даже определили категории граждан, которые лучше всего отмобилизовать, чтобы не раздражать остальное или основную часть общества. Они не будут объявлять новые волны мобилизации, они не будут сейчас, это уже практически принятые решения, вводить военное положение. Военное положение готовится на февраль, на вторую половину февраля. И, скорее всего, это будет приурочено именно к попытке повторного наступления на нас с вами, когда по их оценкам, по оценкам Кремля, Путина и его окружения, будет готова 200-тысячная группировка, или там сколько они соберут, будет готова для осуществления наступательной операции в глубину Украины. Вот. И поэтому они границы закрывать не будут, военное положение вводить не будут, а мобилизацию выполнять будут. И вторая волна, она будет очень активная. Они хотят собрать порядка 500 тысяч человек вот в эту вторую волну, то есть которая начнется завтра, примерно с завтрашнего дня. Что они придумали? Они придумали, в России очень распространен такой вид кредитования, как ипотека. Они ипотеку берут под все. Под закупки, под ремонты, под квартиры, под машины, под подарки, под все. Соответственно, ипотечных должников по ипотечным кредитам в России очень много, сотни тысяч. Вот это первая категория, которая пойдет под призыв. То есть все, кто должен банку, все сейчас получат повестки. Вторая категория — это злостные, это неплательщики алиментов.
их тоже забирают всех. Заодно типа государство, как говорят в России, заодно не будет решать проблему матерей-одиночек, которым будут платить вот с этих денег мобилизованных, будут платить алименты. То есть все, кто не выездной из России и так, а у них, если ты имеешь долги, ты не выйдешь. У нас, кстати, тоже есть такая категория, если за тобой числится долг, то тебя просто пограничная служба не выпустит за пределы страны, пока ты не погасишь долги. Ну, у нас, по-моему, это действует насколько я помню, это налоги. Неуплата налогов, налоговая подает такие данные, и вас могут не выпустить. А у них, видите, по любым, в том числе и по ипотеке, и по алиментам. Если ты должник, значит, ты в черном списке, тебя за границу не выпускают. Поэтому, видите, поэтому отпадает вопрос закрытия границ. Если ты не платишь алименты, тебя за границу не выпускают. Короче, они решили отбирать сейчас самую проблемную часть населения. Ну, посмотрим. Это, я не скажу, что это проблема мотивирована, что эта часть населения мотивирована. Я думаю, она самая демотивированная для войны. Вот. И еще одна тенденция. Они поменяли идеологию. Они резко, пропагандистская машина Российской Федерации сейчас делает, на мой взгляд, очень сильный, очень серьезный маневр в сторону, я бы так сказал, национализации этой войны. Что они делают? Они пытаются превратить эту войну в народную. Говорят о том, что надо идти защищать родину, не уточняя, что это на чужой территории. Вот. Надо мстить. Появляются как бы нотки мести. Надо мстить за убитых товарищей. Это вот на примере Макеевки сейчас, на этой трагедии. Кстати, они начали сейчас раскручивать идею, что они начали признавать количество жертв. Там уже в пабликах цифра гуляет под 300 тысяч жертв в Макеевке. И, соответственно, уже звучат призывы, уже появился какой-то комитет солдатских матерей, которые хотят, чтобы у них горе в семье и у всех должно быть горе в семье. Поэтому все должны пойти на фронт и отомстить за гибель их родных. Вот. Там появилась какая-то тетя, которая призывает отомстить. Не простить, не забыть, а отомстить за Макеевку. А то, что они сами пришли в военкомат, взяли оружие и пришли убивать на нашу землю, это они упускают. Они пытаются весь народ, Путин хочет весь народ замазать в эту войну, замазать их кровью и сказать, что вы же вместе со мной. И упор идет на то, что надо защищать Отечество, мол, деды воевали и нам надо воевать, деды умирали и нам надо умирать. Об этом призывают все пропагандисты, я вам вчера рассказывал. Вот. И к этому еще добавляется категория мести. Вот надо отомстить за своих товарищей. Хотя какие они там друг другу товарищи, сказать очень и очень сложно. То есть категория мести. И таким образом они будут накачивать население и пытаться подогнать новый идеологический фундамент под эту войну. Что надо идти защищать и надо идти мстить. Месть. Мы знаем, что месть это самый худший союзник, особенно в ходе войны. Как даже в этом Святом Писании, не спешите мстить, жизнь сама накажет того, кто вам напакостил. Но они хотят отомстить сегодня, сейчас, поэтому призывают всех идти на фронт. Вот таким образом, я думаю, что они будут пытаться найти вот эти 2 миллиона человек, в первую очередь 500 тысяч, который задачу поставил Путин для того, чтобы отмобилизовать. Далее, Главное управление разведки Украины сообщает о том, что Россия ожидает очередную партию поставок иранских дронов. Точное количество пока неизвестно. Я напомню, что контракт был 1700, точнее 1750 дронов. Это вот то, что в прошлом году Россия подписала с Ираном. На сегодняшний день они использовали по нам уже 660 дронов. Было применено. Значит, где-то 1100, чуть меньше они еще должны получить. Сколько у них на сегодняшний день есть, точно сказать нельзя.
Обычно партии были 250-300 штук. Вот, кстати, последняя партия была 250. Мы с вами говорили, что 80 уже отстреляно, то есть третья часть. Где-то еще порядка 160 или 150 шахедов должно быть. Какая будет следующая партия, сказать трудно. Будет она там 300 штук, 200 штук, или это будет там полностью они отдадут там всю эту тысячу, которую еще они там должны, ну чуть меньше уже получается. Вот. Но в любом случае Россия очень ждет очередную партию, а мы с вами надеемся, что ее не будет. Но если будет, тогда будем защищаться. И на пасашок опять новость из Турции, опять связанная с Реджеп Таyyip Эрдоганом. Сегодня он хочет провести телефонные переговоры с Путиным и с президентом Зеленским. Я, конечно, понимаю, что Реджеп Таyyip Эрдоган делает себе политический имидж или создает образ политика мирового уровня. Поэтому опять хочет участвовать, хочет быть главным примирителем между Украиной и Россией. Он просто упускает главный момент. Сегодня нас примирение не устраивает. Сегодня нам надо четко понимать, что мы сами по себе, Россия сама по себе. И на нашей территории нет ни одного российского солдата. Вот это главное условие переговорного процесса. Россия выводит все войска, в том числе и на границе 91 года, а это включает Крым, естественно, обязательно. Тогда мы можем говорить о каком-то переговорном процессе. Но не имется. Не имется это попытках навязать нам переговорный процесс сейчас с Российской Федерацией. Как бы там не было, понятно, что Эрдоган будет в первую очередь преследовать интересы Турции. Поэтому я думаю, что для нас это очередное испытание в плане выстоять отстоять свою позицию по вопросам урегулирования этой войны. Не идти ни на какие компромиссы, какие бы нам не предлагали. Ну, посмотрим, чем закончится этот день телефонных разговоров Эрдогана с Путиным и Эрдогана с Зеленским. Вот такие вот военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нас. На этом мы первую часть нашего видео заканчиваем. По традиции я сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как обычно по традиции мы продолжаем ответом на ваши вопросы, которые вы на сегодняшний день задали. Итак, используем ли мы специализированные военные суперкомпьютеры, позволяющие анализировать обстановку на фронте всесторонне, с учетом десятков и сотен факторов? Имеются ли такие у нас или могут ли предоставить их наши западные партнеры, к примеру, Британия? Слава Украине. Ну, кстати, а почему не Соединенные Штаты? Там, кстати, намного лучше продвигаются дела с разработкой вот этих систем управления, автоматизированных систем управления войсками и оружием, чем в каких-либо других странах. Конкуренцию может составить Соединенным Штатам, наверное, Израиль тоже они это делают. Вот. А все остальные смотрят в основном на Штаты, и в рамках НАТО в НАТО, кстати, тоже эти системы уже внедряются. Поэтому и некоторые из них разрабатывают в рамках бюджета НАТО. У нас есть Колокол система, у нас есть система Звон, и есть система Дельта. И под них, и они применяются. Они не то, что применяются, а мы их уже поставили на постоянной основе для работы в составе вооруженных сил Украины.
И, кстати, буквально вот на днях Wall Street Journal, американское издание, увидев, ну, они дельту нашу увидели, систему. Дельта — это стратегический уровень. Она спускается до оперативно-тактического уровня. Тактически она уже не берет почти, но от стратегии до начала оперативно-тактического уровня она полностью все охватывает. Причем эта система настолько разумная, что она даже предлагает, она не только делает расчеты по вариантам организации ведения боевых действий, но она еще предлагает эти варианты. То есть она моделирует ситуацию и предлагается всегда несколько вариантов. Так вот, американское издание немножко обалдело, ну так, мягко говоря, от той ситуации, которая сегодня есть в вооруженных силах Украины. Оказывается, мы создали эту систему практически на коленке, с чистого листа, объединив и самым дешевым способом. Они пишут, что Соединенные Штаты тратят на это миллиарды долларов. Украина это сделала в кратчайшие сроки и практически за 3 копейки. Вот так что вот такие вот системы. Допустим, если мы спускаемся ниже, например, на тактический уровень, там у нас есть система аэроразведки, которая может стыковаться с дельтой и передавать информацию от всех этих самых средств разведки. И в режиме, это все работает в режиме реального времени. Плюс аэроразведка у нас контактирует с артиллерией и корректирует огонь артиллерии. Также помогает командирам принять решение на ведение боевых действий. То, что я говорил. Так что у нас, кстати, в этом плане, я так понимаю, мы довольно далеко ушли вперед. И даже американское издание отмечает, что Украина в этом плане станет, наверное, самой продвинутой страной в плане внедрения в реальный бой автоматизированных систем управления огнем и оружием. Так что здесь мы впереди планеты всей. Можно даже не сомневаться, что у нас есть очень хороший задел в плане создания вот этих автоматизированных систем управления огнем и оружием на всех уровнях. Рашисты прут и мрут как безумцы. Когда Путин заявляет, все идет по плану, не означает ли это, что в российские войска поставляются наркотики? Ведь план, как и анаша, и травка, наркотическое вещество, является сленговым названием марихуаны. Слава Украины, живе Беларусь. Ну, скажу так, что все может быть. Все. Учитывая то, что Российская Федерация это главная страна, которая, наверное, занимает одно из ведущих мест в мире в плане транзита наркотических средств. И это многие отмечают. И причем Российская Федерация одна из немногих стран, наверное, единственная страна в мире, которая осуществляет бартерный мен наркотических средств. То есть в России как можно поменять. Трейдинг. Типа сдать один вид наркотика, получить другой вид наркотика. Но во всяком случае так пишут неофициальные издания и журналисты-расследователи, которые проводят расследования по вот этому наркотрафику. Ну, мы помним скандалы России, когда, кстати, самолет главы Совбеза России Патрушева, да, привез полтонны. А это уже был, ну, неважно, там уже операция была. Потом было задержание в Центральной Африке, задержание судна, 11 тонн наркотиков там везли. То есть это Россия постоянно и везде влипает вот в эти наркотические скандалы. И вполне возможно, что, ну, может быть, не наркотики, может быть, они дают им какие-то стимуляторы, которые, допустим, там, опускают планку болевого порога, опускают планку там, страха. И, соответственно, эти солдаты, потому что действительно есть примеры, когда
последний, ну вот из того, что рассказывали наши военнослужащие там с Бахмута, они говорят, что последнего наступающего они срезают в 5 метрах от пулемета. Представляете, 5 метров от пулемета, а он бежит. Он не останавливается, всех уже, он последний, его срезают пулеметным. То есть остановить их плотным пулеметным огнем невозможно. Остановить их массированным артиллерийским ударом невозможно. Их можно остановить только убив или нанеся им телесные повреждения, которые лишают их физической возможности передвигаться. Вполне возможно, что это может быть, я не утверждаю этого, может быть это наркотические средства, может это какие-то стимуляторы, которые примерно на уровне наркотиков, которые снимают вот эти человеческие ограничения, там, страха физического, боли и так далее. Вот. Так что, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Вот то, что вы по поводу плана анаши там, и травки там, и так далее сказали, да, то может быть там такие вещи и применяются. Особенно к наемникам Вагнера, то 100% могут так сделать. Почему? Потому что мы знаем, что они они людей не регистрируют. Всех их потом спишут, никому ничего платить не надо. Это практически бесплатное пушечное мясо. Отработали, убили все в мешок и поедут где-нибудь закопают в братских могилах или на безымянных, или наоборот, или где-нибудь кремируют в крематориях и вообще развеют пепел, и просто человек исчезнет. Исчезнет, был человек и нет человека, и все. Я думаю, что Россия, кстати, после этой войны очень многих не досчитается. Даже те тела, которые лежат у нас в рефрижераторных вагонах и ожидают своей отправки в Российскую Федерацию, российских солдат, собранных нами на поле боя. Я думаю, что вряд ли кто-то будет в России проводить идентификацию через ДНК-тесты. И все они пойдут как безымянные. Следующий вопрос. Есть ли износ у танкового ствола? Там ведь гладкоствольная пушка. Чему изнашиваться? Или есть какой-то? Гладкоствольный ствол, это я вам как артиллерист скажу, он изнашивается намного сильнее, чем артиллерийский нарезной. Дело в том, что по нарезам идет ведущий поясок. Ведущий поясок делается из меди, из чистой меди. Есть, правда, более современные варианты железно-керамический ведущий поясок. Но в любом случае этот состав ведущего пояска, он намного мягче, чем металл. Он врезается в нарезы и придает снаряду вращательное движение. И поэтому износ канала ствола нарезной системы идет намного меньше. В гладкоствольной системе стальной снаряд прет по стволу в притирку с минимальным зазором. Почему? Чтобы не было такого явления, как обтюрация, то есть прорыв пороховых газов вперед снаряда, иначе тогда теряются его характеристики, меньше скорость, меньше дальность и, соответственно, больше рассеивания, меньше точность. Вот. Так вот, идет трение металла об металл, это раз. И второе, вы не забывайте, что у танка есть только один заряд, заряд полный. Там нету уменьшенно переменных зарядов. И, соответственно, танк ведет огонь, всегда ведет огонь на максимальном заряде. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность полного использования. То есть дальность прямого выстрела танка 2000 метров. Вот он 2000 метров, он прицельный огонь. Где-то примерно это его прямой выстрел. Так вот, чтобы всегда вести огонь на максимальных возможностях, у него только полный заряд. Другого заряда у танка нету. Поэтому гладкоствольный ствол танка подвергается намного большему воздействию и пороховых газов, и температурных, и давления внутри зарядной камеры, вот, и в самом стволе. И, кстати, живучесть танкового ствола, она обычно меньше 1000 выстрелов. Дальше надо ствол
должен подвергается ремонту, точнее ремонт не подвергается, он подвергается замене. Всего несколько сотен выстрелов — это ресурс танкового ствола. В отличие от гаубицы, допустим, нарезной артиллерии, гаубица, у нее несколько тысяч выстрелов на стрел ствола. Вот в этом и разница. Поэтому танковый ствол очень сильно изнашивается. Очень. И это, ну будем так говорить, это дорогое удовольствие. Каждый выстрел это укорачивает жизнь танковому стволу. Скажите, пожалуйста, с освобождением правобережной части Херсонской области наши ребята получили огневой контроль над логистической системой в глубоком тылу противника. Есть ли возможность полностью разрушить логистику и не допускать ее восстановления? Как помогает в этом спутник, о котором так мало слышно в последнее время? Слава Украине! Ну, про спутник говорил неоднократно, еще раз повторюсь. Про спутник нет никакой информации. Если хотите узнать про наш спутник, спросите у того, кто его приобретал, кто его передавал в Министерство обороны. Может быть, он знает. Или в Министерстве обороны. Они как-то этим спутником вообще никак не хвастаются и не сообщают, какую же пользу он приносит Министерству обороны, нашему Министерству обороны в повседневной деятельности. Поэтому про спутник сегодня сказать ничего нельзя. Знают ровно столько же, сколько и вы, что он был приобретен на народные деньги и передан Министерству обороны. Все, на этом все. Что касается логистики, мы именно этим и занимаемся. На всю дальность досягаемости наших артиллерийских систем мы стараемся максимально разрушить логистические цепочки Российской Федерации. Начиная от повреждения железной дороги. Кстати, периодически в сводках Генерального штаба появляется такое выражение, как воинский эшелон. Был уничтожен воинский эшелон там, с топливом, с боеприпасами и так далее. То есть мы это все отслеживаем и по мере возможностей, когда это позволяет, мы наносим огневое поражение. И на всю глубину, еще раз подчеркну, мы стараемся доставать там практически до перешейка. Ну, пока не совсем, но тем не менее, очень хотим. Зараз багато розмов про черговий наступ росіян. От тих 200 тисяч, що мобілізували восени. Цікавить ваша думка, як це буде і чого нам, українцям, знов чекати. Ну, скажу так, что, смотрите, на сегодняшний день уже нету 200 тысяч для того, чтобы сформировать группировку. Если мы говорим, что они добрали 300 тысяч, да, если там около 150 они вроде бы как завели на территорию Украины, то есть затыкают дырки и пополняют потери. Там где-то остается 150. Ну хорошо, выделят они там... Привезут они еще 150 тысяч. Куда они их привезут? И самое главное, на чем они их привезут. Вот что. То, что у них есть еще там 150-200 тысяч в резерве, это еще не говорит о том, что там сформирована ударная группировка. Ударная группировка — это броня. Это артиллерия, это авиация, это танки, это боевые бронированные машины. Этого всего в таком количестве, чтобы посадить. Вы же видите, они постоянно перевозят, этих мобилизованных постоянно перевозят на тентованных грузовиках. И сегодня эшелоны с техникой мы не наблюдаем, чтобы они шли там один за другим. Потом, смотрите, танковый полк, чтобы сформировать, 3 батальона по 42 танка, и плюс еще там в отдельных подразделениях где-то порядка 140-160 танков один полк. Вот такое количество необходимо для формирования одного полка. А теперь представьте, если это 200 тысяч. 200 тысяч, если это 20 дивизий. Мотострелковая дивизия 10 тысяч человек. Плюс-минус там по штату. Примерно. Артиллерийский полк — это 72 артиллерийских системы. 72 ствола надо, чтобы укомплектовать этот полк. То есть это огромнейшее количество техники.
Я очень сомневаюсь, что что у России сегодня это есть в технически исправном состоянии. Ну хотя бы даже советской, старой. Она есть, но ее надо всю пропускать через заводы. Там рассказ о том, что они перевели экономику на военные рельсы, я думаю, что, скорее всего, он не соответствует действительности. Они очень хотят перевести экономику на военные рельсы, но им надо возвращаться в прошлое, в старые технологии. Им надо, допустим, в отсутствии запчастей, сегодня они не наладят выпуск запчастей для производства танков Т-72 в версии А, советской версии, Т-80, Т-62, вот, которые они делают. Им придется делать способом каннибализма. То есть один танк разбирать на запчасти и за счет этого восстанавливать там некоторые другие танки. Может, какую-то мелочевку они могут туда поставить или поменять. О глубокой модернизации речь не идет вообще, от слова совсем. Да, они могут более-менее одевать их в активно-реактивную броню. Но это может сильно затормозить сроки выполнения задач, потому что вряд ли есть производственные мощности, которые сегодня могут пропустить там 1000 танков через себя за несколько месяцев. Даже в 4 смены пусть работают, даже 25 часов в сутки пусть работают, физически не смогут. Вот. Так что это очень огромная проблема, 200 тысяч для того, чтобы их вооружить. Собрать их можно. И, видимо, их собрали. Я верю генералу Залужному, и раз он говорит, что у них получилось с мобилизацией, худо-бедно, но получилось. Значит, да, 200 тысяч у них где-то там есть. Теперь смотрите, перевести один воинский эшелон, это 54 условных вагона. 54 условных вагона, но это примерно 70-80 единиц техники. Это с учетом того, если ставить по 2 единицы хотя бы через одну платформу ставить по 2 единицы. Да, это батальон. В лучшем случае это батальон. В полку батальонов 3 основных и еще где-то 3 вспомогательных, 6 батальонов. Чтобы перевести полк, надо порядка 10 воинских эшелонов. Вы представляете, какое движение на железной дороге должно сегодня быть в Российской Федерации, чтобы перебросить такое количество войск? Я помню, мы в Германии полк выезжал, мы отправляли, и то полк же выезжал не в полном составе, а что-то оставалось, техники брали не 100%. И мы отправляли 3 воинских эшелона и еще огромную колонну машин, там больше 100 единиц, шла своим ходом. Вот это полк выезжал на полигон. Вот. Поэтому, почему я всегда говорю, что когда говорят, там с Белоруссии нападут. Они нападут тогда, когда они привезут туда 5-7 дивизий. То есть 50-70 тысяч человек с техникой и вооружением они сосредоточат в Белоруссии, как это было в феврале. В феврале они 45 тысяч сосредоточили в Беларуси. И это 45 тысяч на технике и вооружении ломанулось 24 февраля в Украину. В колоннах в походном порядке. Сейчас этого не может произойти. Поэтому как это будет выглядеть, очень трудно себе представить. Я думаю, что они будут наращивать усилия на восточном направлении. Единственное, что возможно, они с Белгородской области попытаются, если они туда перебросят часть войск, попытаются прорвать нашу границу и вторгнуться еще там в направлении Харькова, допустим. Или наоборот, южнее Харькова, чтобы постараться окружить нашу группировку на востоке Украины. И с Запорожья тоже там ударить навстречу, на Запорожье, на Днепр и на Днепре, вот, допустим, сойтись. Ну, такой задум может быть как вариант. Но говорить о том, что они сформируют северное направление, попытки могут быть. Посмотрим. Это нельзя будет. Это не иголка в стоге сена, ее не спрячешь. Да, сейчас в Белоруссии там идет подготовка войск, но они не формируют, они резерв не собирают. Тем более, что наша разведка докладывает, что Россия с Белоруссии вывезла все, что можно было вывезти по боеприпасам, то, что Лукашенко отдавал. То есть у него НЗ нету. Вообще, у него только остался боекомплект эшелонированный на его вооруженные силы. Все.
По технике тоже они там очень сильно проредили склады белорусские. И Белоруссия там до сих пор там ремонтирует и восстанавливает эту технику Российской Федерации. Но есть же еще потери на фронте, которые надо постоянно пополнять. Кстати, это вот к разговору, почему Путин все время просит оперативной паузы. Зачем ему нужны переговоры? И вот такие вот попытки переговорного процесса, как предпринимает Эрдоган, они больше играют на руку Путина в этом контексте. Потому что на период переговоров, естественно, запросят прекращение огня. И если мы соглашаемся на переговоры, то как мы можем отказаться от временного прекращения огня? И у России появится оперативная пауза для перегруппировки войск. Вот к чему это может привести, вот такие попытки посадить нас за стол переговоров. Так что посмотрим, как это будет выглядеть на завтрашний день. На пока это все в перспективе. Все. Начиная от 200-тысячной группировки, мы ее не видим, мы ее не ощущаем физически. Вот когда она появится на горизонте, тогда мы будем с вами об этом говорить. Панцергаубица. У нас есть информация о том, как работает... у вас есть информация о том, как работают польские крабы. В Польше говорят, что хорошо. Есть ли у вас информация о польских ПЗРК «Перун»? Ну, скажу так, что Перун воюет наравне со Стингером и Иглой. Конкретно выделенных эпизодов, где, допустим, с помощью Перуна сбили летательный аппарат, там вертолет, самолет или дрон, на сегодняшний день, к сожалению, нету. Вот. Кстати, я так смотрю, есть такая тенденция, вот задавали вопросы, куда делись байрактары, куда делись джавелины и там другие игрушки или плюшки вкусные, которые нам давали западные страны. У меня складывается впечатление, я прихожу к выводу, что наше командование перестало пиарить западные образцы вооружений. Все чаще встречается наша Стугна-П. По уничтожению дроны вообще у нас безымянные, не говорят какого типа и какого класса мы применяем. Из ПЗРК мелькает старая советская игла, которая тоже у нас есть на вооружении. Я думаю, что оно все воюет, но его вот какое-то время произошел такой момент, когда перестали пиарить западное вооружение. Вспомните, в первые месяцы войны там Джевелин у нас был, Байрактар у нас был, видео с Байрактаров было, видео с Джевелинов там и все остальное. А сейчас потом раз и резко все просто исчезло. Не потому что кончилось вооружение, нет. Что касается польских крабов, скажу так, что я не слышал нареканий в сторону вот этих систем. Значит, можно верить тому, что действительно они справляются со своей боевой задачей и воюют в составе вооруженных сил Украины. И будем считать, воюет неплохо. Вот если по Цезарям, как оказалось, и по Панцергаубице вообще, очень больше всех, наверное, я слышал нареканий, то по крабам, честно скажу, не слышал ни одного. Значит, наверное, хорошая самоходка, хорошо. Ну, там же башня и ствол А-90. АС-90 самоходки британской. Так что это довольно хорошая система. И есть все предпосылки к тому, что она себя оправдает в наших боевых условиях. По поводу сегодняшней информации по отбитой нашей позиции в районе Белогоровки. Так это не победа, хоть и маленькая. Это тактика действий наших войск, которую я уже встречаю частенько, даже в перехватах разговоров орков. Отойти при невозможности ее удержать, после навести артиллерию, стереть с лица земли всех орков, а после взять ее вновь. Да, действительно такое применяется. И, кстати, вот то, что я вам говорю, на запорожском направлении, там неожиданно российские войска предприняли попытку захвата 2 опорников, именно так и было сделано. Туда навели, как только и там обосновались российские войска, туда была наведена наша артиллерия, позицию уничтожили, и она потом вернулась под контроль вооруженных сил Украины или сил обороны Украины.
Вот. Вполне разделяю такое мнение, что это может быть один из вариантов тактики ведения оборонительного боя. Почему? Потому что, да, бывают ситуации, когда тратить жизни наших военнослужащих нецелесообразно. Лучше потратить лишние боеприпасы для артиллерии по уничтожению противника. То есть уничтожить его дистанционно. У меня вопрос. Каковы перспективы поставки ракет Storm Shadow от Великобритании? Насколько я знаю, эти ракеты уже, может быть, уже даже у нас. Где-то они вот-вот на подходе, а может быть где-то у нас. Смотрите, ракета Storm Shadow, дальность пуска более 60 плюс, вот так вот ей. И, очень хорошая ракета, самонаведение и может бороться с радиолокационными целями, а также относится к классу высокоточной. Поэтому перспективы есть, о ней говорят очень давно, и на сегодняшний день, насколько я понимаю, у нас есть, причем там вариант номер 2, вот, который 60 плюс километров по дальности действия. Здравствуйте, в этом видео вы рассказывали, как Израиль бомбит иранские объекты в Сирии. А может ли Украина в Украине так развиваться ситуация, что на нашей территории другие страны, помимо террорашки, в смысле России, будут вести между собой боевые действия? Как нам не повторить судьбу Сирии? Спасибо. Так мы не повторяем судьбу Сирии. И НАТО делает все, чтобы не повторялось сирийский вариант, когда сошлись много стран, каждая со своими интересами. Там настоящий серпентарий в Сирии. И в каждой провинции чуть ли не свои бенефициары участия в той войне. Поэтому у нас все четко и понятно. Мы воюем с Российской Федерацией. Даже, видите, даже со стороны России, Беларусь, Лукашенко боится ввязываться в эту войну. Делает все, чтобы его армия официально не вступила. Правда, сейчас появилась тенденция, что он может собрать большую частную военную компанию, типа Вагнера, там как-то назовут ее по-другому, Беларусь, как трактор. И она может принять участие на стороне Российской Федерации. И будет считаться как незаконное вооруженное формирование в составе вооруженных сил России. Миру, мол, не привыкать, а им и таким образом Лукашенко решит эту проблему. Но на нашей стороне, я вам скажу точно, что никто не будет официально под своим флагом воевать. У нас для этого был создан Интернациональный легион. Подразделения, в котором могут воевать граждане других стран. Кстати, совсем недавно, буквально перед Новым годом, польский Сейм принял закон, разрешающий гражданам Польши принимать участие в боевых действиях, в том числе и в Украине. Так что не равен час появится у нас какой-то польский полк добровольцев польских, которые будут воевать в составе вооруженных сил Украины. Но они будут воевать по контракту. Они будут официально оформлены в ВСУ и будут принимать участие. Если таковые, еще раз повторюсь, найдутся. Но поверьте, никто сюда со своим флагом, там Польша, страны Балтии, Штаты, никто сюда не придет и никто не будет воевать на нашей стороне. У нас нет союзников, чтобы они за нас воевали. И таков политический расклад на международной арене, что вряд ли кто-то на такое решится. Вы сказали, что под Бахмутом россияне используют тактику малых наступательных групп, от отделения до взвода. Почему? Потому что у них нет возможности. Во-первых, не позволяет условия обороны. Оборона очаговая, в основном позиционная. И это раз. И второе, у них нет возможности сегодня гнать наступление БТГР. Еще летом там на Бахмуте в атаке ходили батальонами с бронетехникой, с артиллерией, штурмовали наши позиции. Сегодня там негде даже развернуть батальон. Они поэтому и пускают малые группы в надежде на то, что малые группы менее уязвимые и у них будет больший
успех. И, кстати, какое-то время этот успех был, пока мы не адаптировались к борьбе с этими малыми группами и не разработали свою тактику обороны в условиях атак малыми группами от отделения до взвода, от 10 человек до 30 человек. Так что это от нехватки техники и вооружения и личного состава и до, ну сразу не говорите, что у них зэков там толпа стоит, да, стоит толпа зэков, но их из зэков даже роту не наберешь, которая бы правильно пошла в атаку. А вот так как они ходят толпой, или как на военном сленге бардачком, да, в атаку ходят, то как раз взвод это потолок того, что они могут организовать. Тем более, что если вести в атаку там 100 человек, роту, допустим, да, или батальон 500, нужна целая система командиров, нужна целая система военного управления. Так им дают одного какого-то там старшего или там знающего хоть немножко, имеющего представление об организации штурмовых действий. И он как-то ими керует. 30 человеком вы можете руководить и в пределах досягаемости голоса или там радиостанции. А на 100 человек нужен командир роты и 3 командира взвода. А где их взять? И 10 сержантов надо на роту. А их нету. Вот в чем еще проблема. Поэтому нехватка кадров и невозможность сегодня технически или физически развернуть там масштабное наступление. Вот поэтому они перешли к тактике малых групп. Скажите, пожалуйста, используют ли в танках управляемые снаряды, ракеты или стреляют только обычными осколочно-фугасными и бронебойными снарядами? Спасибо. Ну, вы как-то так совсем, наверное, никогда не интересовались развитием военной техники и вооружений. Дело в том, что вопрос с появлением противотанковых управляемых ракетных комплексов ПТУР сразу же стали ставить вопрос постановки их на бронетехнику. Но если там с БМП, БТРами решили, что, ну с БТРами так и не решили, только позже сейчас появились огневые модули с ПТУРами, но на БМП ПТУР ставили сразу же. Так вот у танка, так как туда поставить некуда, сразу же стал вопрос стрельбы ПТУРом через ствол. И сегодня практически каждый тип танка в мире, не только в России или в Украине, имеет возможность стрельбы ПТУРом через ствол. И у него есть, как правило, несколько разновидностей ПТУРов с разной дальностью. И в эти танки встроены приборы управления огнем вот этими противотанковыми управляемыми снарядами. Да, в старых моделях они не везде присутствуют. Я с этим согласен. Для этого нужна модернизация танка, замена прицельных приспособлений, которые бы включали в себя канал управления ПТУРом. Но ПТУРы разработаны для практически всех моделей танков. Поэтому на сегодняшний день, конечно же, танк стреляет. Кроме осколочно-фугасных есть еще кумулятивные боеприпасы, обычные. И есть еще подкалиберные боеприпасы, тоже для борьбы с бронированными средствами. То есть получается у него осколочно-фугасные, кумулятивные, подкалиберные и управляемые противотанковые боеприпасы. Так что все стреляют через ствол. Вопрос. Мы разработали и продали Гром. Что подразумевается под этим? Что нам мешает по тем же чертежам, даже если их продали? Есть же копии. Или сами конструкторы могут еще раз его изобрести, собрать еще. Или мы не имеем права копировать эту систему без разрешения Саудовской Аравии. Или кому там мы продали. Смотрите, мы не можем. Есть такой закон о защите авторских прав. Этот закон международный. В том числе он подписан и Украиной. Если мы сейчас, мы продали
Что означает мы разработали и продали? Мы продали вместе с правом обладания. То есть мы сделали ракетный комплекс, сложили весь комплект документации, технической документации для организации производства этого комплекса и отдали вместе с правами на этот комплекс. Теперь тот, кто купил, неважно там кто купил, он имеет право на этот комплекс. Чтобы его производить, этот комплекс, нужно купить лицензию на право производства этого комплекса. Вот приведу вам пример. Допустим, есть американская система МЛРС М270, да, на гусеничном ходу, с 2 пакетами, все. А есть немецкий Марс-2. Если их поставить рядом, вы их практически не отличите. Это близнецы-братья. Почему? Потому что сделала Германия? Она купила лицензию на право производства у Соединенных Штатов, у фирмы, которая является правообладателем, американская. А немцы купили у нее лицензию с правом производства этих систем. И поэтому в Германии появился комплекс Марс-2. Точная копия системы МЛРС М270. Это один путь, прямой и легальный. Есть второй путь, извилистый и трудный. Нашим конструкторам надо внести в конструктив этого комплекса такие изменения, конструкционные изменения, чтобы правообладатель не имел оснований предъявить нам претензии в плагиате или в нарушении авторских прав. И тогда мы говорим, что это не Гром, это, допустим, Сапсан, даже вообще там не Гром-2 там не употребляем, или Борисфен, или там другая наша разработка. И выдаем его как за отечественный новый ракетный комплекс. Вот такой вариант тоже вполне возможен. Я думаю, что именно такой вариант вполне возможно разрабатывается сегодня где-нибудь в недрах нашего КБ, ракетного КБ, которое делало и комплекс Гром. Так что не переживайте. Вот 2 основных способа. Вот как делают певцы, да, берут мелодию песни, добавляют где-нибудь там какую-то одну ноту и говорят, так это звучит уже совсем, это другая песня, это мы напели. Ну, тут видите, тут 7 нот, а тут 8 нот, и все, уже нельзя предъявить права. Вот примерно то же самое нам надо сделать с этим комплексом Гром и назвать его совсем по-другому. И сказать, что это новый комплекс, более новый, более модернизированный, и который не имеет отношения к тому, который мы продали. Ну, опять же, это как вы же понимаете, это же как вариант, как уже ляжет там на душу. Ну, думаю, что мы работаем без ракет. Я не знаю, кто сегодня может сказать что-то против, или кто сегодня еще не понимает значимости ракетных войск в составе вооруженных сил. Любой страны, я не говорю там Украины. Ракетные войска – это основа дистанционного поражения противника. Смотрите, что они творят своими ракетами с нами. И нам приходится терпеть и отбиваться. Были бы у нас свои ракеты, мы бы сейчас закидали их точно так же, как они нас. И еще неизвестно, кто бы быстрее сломался в этом случае. Ну что ж, на этом вторую часть нашего видео, ответы на ваши вопросы, мы закончим. И у нас остается третья. Это обратная связь, приветствия, пожелания и комментарии, которые вы прислали. И первым комментарием и сегодняшнего дня будет следующий. Я вчера зачитывал от Елены из Киевской области о том, как тыл справляется, здесь глубокий тыл, семьи и родные наших защитников и защитник справляются с трудностями, которые у нас здесь возникают. И сказали, что месседж был, основной посыл был такой, что бойцы на передовой могут не переживать. Мы ждем их возвращения с победой с фронта. Вот. А здесь в тылу мы справимся с любыми трудностями и преодолеем. Это не фронт. Ну, это фронт, но не настолько опасный, как тот, на котором находятся наши защитники и защитницы. Так вот, написали комментарий в дополнение к
к тому, что говорила вчера, вот я зачитывал от Елены из Киевской области. Хочу добавить к словам Елены из Киевской области. Наш великий народ мог родить только такую же великую армию защитников. И величие нашего народа я имею счастье наблюдать, работая в крупном магазине, в каждый свой рабочий день, где пенсионеры с явно маленькой прожиточной пенсией, а это явно видно по выбору их покупок, покупают корм для кошек и собак, которые являются часто бездомными, где люди невысокого достатка покупают комнатные цветы и цветы в срезе. И пока мы покупаем цветы, никакой мордор русне нас не сломить. Вот такое вот дополнение. Боже, украинцы, вы все вселяете такой оптимизм и веру в вашу победу. Я из Белоруссии. Мы не трусы. Мы сейчас как те, кто был в Херсоне во время оккупации. Верим в вас. Спасибо за информацию. Привет из Белоруссии. Вот такое вот пожелание. Привет нашим братьям-украинцам. Естественно, очень переживаем, наверное, надо было сказать, за наших героев. Если не было вас, не было бы нас, со слезами на глазах из Молдовы. И простой пример. Была несколько раз в одном небольшом нашем городке, 60 километров от границы с Российской Федерацией. Орки трижды взрывали территорию одной и той же давно не функционирующей АЗС, не понимая, видимо, от чего там ничего не горит. Местные после этого взрыва ставки делали насчет тупости стреляющих. Почти уверена, что этот случай в официальных пабликах Российской Федерации был назван грандиозным уничтожением стратегически важного нефтеперерабатывающего завода. Ну, я поверю в такую легенду, судя по тому, как ведет себя иногда российское командование. Привет из Германии. Насчет того, что кто-то боится поставлять оружие из-за репутации, это неправда. На фирмах Rheinmetall и KMW, Klaus Maffер, есть склады, и они много раз пытались сдать оружие, но их тормозит правительство. Если бы они боялись, то они бы сами не хотели давать. По-моему, я читал, что где-то 150 БМП Мардер и около 100 танков Леопард-1 на складах, которые они могли бы сразу отдать. Они не в Бундесвере, и немецкая армия от этого слабее бы не стала. Это старые системы, но все равно не боятся замораться этим. Также были переданы гепарды, они не были на вооружении. Они были сняты не из-за того, что устарели, а из-за того, что правительство хотело экономить деньги. Это наоборот, только можно проиграть, если не дать оружие. Допустим, Польша не хочет больше покупать Леопард-2 из-за политики передачи оружия. И это очень плохо для этих компаний. Фирма Rheinmetall тоже закрывает завод в Швейцарии из-за того, что они не дают снарядов для гепардов, которые делают в Швейцарии. Я знаю, я помню, что в первые месяцы войны был конфликт между промышленниками Германии и Олафом Шольцем. Олаф Шольц не разрешал, а они очень хотели включить станки. Мы, кстати, об этом с вами говорили в видео. Я рассказывал, что они просто бьют копытом, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы включить станки и получить прибыль. Они прекрасно понимают, что они на этом заработают. Для них война это... почти как в поговорке, мать родная. То есть они производят вооружение и не готовы его производить. Но противовес действительно, точнее не противовес, а главным перепоном стал сам канцлер Германии. Что крайне удивительно и крайне непонятно. Мы все 10 месяцев пытаемся разгадать его идеологию, почему он сегодня дает, завтра не дает. И, в общем, все равно не дает. Хотя что-то там проскакивает мимо с его разрешения нам.
Вот. А то, что да, я согласен, что фирмы несут огромные потери, потому что, ну, смотрите, поляки даже молодцы в этом плане. Польша, они даже американцев наклонили в плане покупок вооружения. Понятно, что теперь немцы со своим Леопардом 2 пролетают. Польша выбрала Абрамс. Но американцы начали тоже крутить носом, дадим, не дадим. Поляки пошли и купили в Южной Корее. Причем южнокорейские танки прибыли в Польшу намного быстрее, чем американские Абрамсы. А как только поляки купили танки в Южной Корее, американцы тут же пригнали пароход с танками Абрамс. Сказали, нате, забирайте, только купите. Поэтому очень плохо, что правительство Германии само же, ну не правительство Германии, а канцлер Германии сам же и пытается задушить свой военно-промышленный комплекс, не дать ему заработать денег. Ведь это деньги, которые пойдут в первую очередь в казну самой Германии. Олег, сегодня на белорусском оппозиционном канале был Белсат. Прозвучала информация, что в Беларуси также формируется многотысячная частная армия из граждан Беларуси за большие деньги, по их меркам. Речь идет о десятках тысяч. Что вы думаете по данной информации? Ну, насчет десятков тысяч не знаю. По численности пока данных никаких нет. Давайте подождем, что нам скажет разведка. Раз компания засветилась, ее подготовка, значит, о ней сейчас появится информация. Надо только подождать. Но, как вариант, думаю, что вполне может соответствовать действительности. И это может быть тот вариант, на который Лукашенко договорился с Путиным, чтобы официально не вводить в белорусские войска в состав российской группировки в Украине, он может дать вот такую частную военную компанию, которую он наберет из добровольцев белорусов, как отмобилизованных, так и кадровых военных, находящихся на действительной военной службе. Вполне не исключаю такой вариант. Иначе 10 месяцев они готовятся, чему они там и кого они там учили. Вот. Ну, посмотрим. Давайте подождем, что скажет наша разведка по поводу вот этой частной военной компании, ее численности и ее перспектив. Хотя перспективу я вам уже ее основную нарисовал. Так, ну вот на этом, наверное, я поблагодарю вас за ваше внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашу подписаться тех, кто не подписан на мой канал, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность выскажу спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!